Друзья, воды будет мало сегодня, разговоров, а видео воды будет. Ну что, друзья, будем перебираться на другую сторону уровня. Сделано с помощью DJI 2S. Будем снимать в высоком разрешении фотографию арт. Друзья мои, луп включился. Луп это петля. Ну что ж, запустим петлю. С вами Файвоныч. И вы, если хотите узнать, почему я сегодня в английской кепке, это не... Я не фанат английской сборной, сразу могу сказать. Это имеет отношение к языку. Сегодня мы начнем взламывать алгоритмы Explore до Павла Марта. Мы будем его продвигать, чтобы он получил первый Explore. Если вы знаете, экстремальное путешествие, в которое мы с вами отправимся за эти 2 недели, я надеюсь, нам удастся за эти 2 недели, 16 дней отправить его в Explore. Кто будет смотреть это видео, если вы в течение короткого времени пожелаете участвовать в этом эксперименте, присоединяйтесь, найдите мои все ссылки, отправьте мне сообщение, я вас присоединю к этой программе. И мы на вашем примере с нуля, абсолютно с регистрацией, сделаем вам Explore за 2 недели, за 3 недели максимум. Так что с чистого листа начинаем путешествие в Flickr Explore. Сегодня у меня дрожащее видео. Не потому, что оно плохое, а потому, что я дрожу весь внутри от предвкушения за моих друзей, которые решили все-таки идти по этому пути вместе с Flickr, решили продвигаться себя как фотографы, как профессионалы именно в этом направлении. Вкратце расскажу, друзья. Мы будем обходить алгоритмы Explorer, точнее использовать их для того, чтобы туда попасть. И на данный момент есть 5. Пирамида состоит из 5 уровней. Первый уровень — это 12-13 миллионов человек. Это люди, которые пользуются Flickr просто как таковым. Дальше пирамида 100 тысяч людей. Это примерно те люди, которые когда-либо попали в ленту Explore. Хотя на самом деле сотни тысяч людей никогда не попадали, они там находятся и, собственно говоря, занимаются тем, что используют его как хранилище. Следующий уровень после тех десятков тысяч, точнее 100 тысяч людей, которые когда-либо хоть раз попали в Explore, это десятки тысяч людей, которые регулярно пользуются Flickr, используют его для профессионального хранения, для профессионального инструмента, для продаж и прочего, и прочего, и прочего. Это та категория, в которой нахожусь и я. Следующий уровень — это те несколько тысяч человек, по моим подсчетам это 2-3 тысячи официально, да, от тех людей, которые с Flickr, которые имеют про-аккаунты, которые имеют другие привилегии и совершенно по-другому относятся к Flickr. Я на данный момент себя не буду относить к этой категории. И объясню почему. Потому что это регулярное попадание в Explore. Ну, у меня, слава богу, 2 года это уже происходит, но для того, чтобы в этом убедиться, я затеял этот эксперимент. У нас есть замечательный уже не ученик, это Сергей Гост, зайдите на его страницу, который по моему наставлению, по моим каким-то урокам, которые я преподавал здесь на этом канале, он достаточно быстро с низкого старта зашел в Explore и уже зашел регулярно. Мы эти новые алгоритмы 2021 года изучили внимательно и обнаружили очень интересные вещи, которые повторялись 3 года назад в экспериментальных случаях. И для того, чтобы это проверить, мы объявили марафон. Вы можете в нем тоже участвовать, спешитесь со мной, для связи там все есть, и можете под моим наставничеством попробовать это сделать с нуля. А эти 2 недели до конца месяца, чуть больше, мы будем экспериментировать над Павлом Мартом. Это мой друг, с которым мы записываем множество видео, с помощью которого мы попробуем его продвинуть без денег. Самое главное, друзья, без денег, потому что мы не будем ему делать платный аккаунт, как у Сергея. То есть никаких монеток не будет. Монетки выпали. Поэтому все это будет бесплатно. Мы попробуем это сделать только благодаря моим 5 правилам. И эти 5 правил — это те продукты, которые я сейчас иду покупать. У нас очень жарко, все загорают. Для холодного борща. Вот эти 5 компонентов, ингредиентов, как говорит один хороший блогер, ингредиентов мы будем с вами... Вы, кстати, можете в комментариях написать, что вы думаете про эти 5 ингредиентов. Кстати, для тех, кто только зарегистрировался во Flickr, это сделает, нужно будет всего 3 ингредиента использовать каждый день в течение
2-3 недель. Тогда гарантированно я вам со своей школой гарантирую, что вы попадете в Explore. Попробуем? Друзья, в лесу сейчас прохладненько, хорошо. Но нам сейчас придется, поэтому мне сейчас придется идти на жару. Но по пути я все равно зайду в это место, которое мы с вами наверняка знаете. Место такое очень интересное, необычное. Здесь много всяких фигур деревянных. Ну и вообще само по себе место такое энергетически очень насыщенное. Попробуем снять еще пару пейзажей. Ну а вдруг не получится моя затея с дроном и выйдет что-то интересное с классической моей колорит техникой. Итак, друзья, что же это за рецепт холодного борща, который мне поможет прекрасно провести сегодня жару в Питере, которая стоит и будет 2 недели. 2 недели жары мы проведем с вами. У меня есть план минимум, это в конце месяца, что Павел Март зашел в Explore. Первый раз за год. О, тень моя отражается тоже на полу. План максимум это к выходным, то есть за 3 дня. Вы скажете, это невозможно совершенно попасть в Explore за 3 дня. Но не забывайте, что у Павла уже не низкий старт, а высокий старт, потому что он уже год находится в Explore. Несмотря на то, что у него достаточно низкие показатели, очень низкие. По сравнению с Сергеем они практически никакие. Но мы исправим. Так вот, 5 этих рецептов, 5 ингредиентов для моего холодного борща я вам зачитаю. Да, собственно говоря, вы сами можете прочитать. Вот. Значит, смотрите, это первое. Это то, что мне не хватает для вареного супа. Вареная колбаса 700 грамм. Ну, я на двоих делаю. Укроп, петрушка, лук. Это заправка. 10 яиц. Ну, это мне надо просто. Дальше 2 банки свеклы, кубики маринованные. Я не буду готовить сам. Я куплю просто готовые. И огурцы свежие. Вот, в принципе, все. Каждый из этих ингредиентов, друзья, представляет из собой определенную операцию, которую нужно сделать во фликере. Определенное действие. Этих действий всего 5. Для новичков, которые только зарегистрируются во фликер, если посмотрят мое видео, этих действий всего окажется 3. Эти действия очень простые, не требуют каких-то знаний групп, знания чего-то там очень сложного. То есть эти действия очень простые, друзья. И новые алгоритмы 2021 года Explore от Flickr, которые мы обнаружили, которые теперь уже работают по-другому, в отличие от года назад, 2 года назад, мы будем с вами проверять. Больше двух лет назад здесь сидел Фавионыч. Тогда я записывал одно из первых видео, когда уже понимал концепцию канала и начал записывать под брендом Фавионыч канал по фотографии, по путешествиям, по продвижению во Flickr. Сейчас мы с вами стоим около этого места, и вот что я вам скажу. Прошло уже достаточно много времени, много чего изменилось, много что удалось сделать, удалось достичь, и было бы ошибкой говорить, что я никаких планов не ставлю. На самом деле планы, конечно, есть, друзья. И на данный момент я, потому что уже имею новый инструмент, я решил для себя эту неделю, конец этой недели, так же как программа «Максимум», сделать следующим образом. Мы ждем появления Сергея в Explore очередном для подтверждения нашей теории. Мы ждем подтверждения более широкой теории Павла. И мы ждем Фавионыча. Но поскольку вы знаете, в моих работах я всегда говорил, что неважно, какая у вас камера в руках, и что это может быть просто мобильный телефон, на который я сейчас снимаю без стабилизатора, просто с руки, друзья. Все равно вы можете стать известным, всего можете добиться и, собственно говоря, найти свою нишу в фотомире. Так вот, друзья, сегодня непростой день. Сегодня мы, наконец-таки, попробуем снять с дрона то место, которое я снимал со штатива, с дорогого, с обычной камеры, с переносной камеры и прочих вещей. Сегодня это будет сделано с помощью DJI 2S. Будем снимать в высоком разрешении фотографию арт. Почему я это говорю, друзья? Потому что я хочу, чтобы эта фотография, именно эта фотография или какая-то фотография с дрона моего арта попала в Explore. Я в этом вижу новое направление для себя, как минимум, для многих, кто меня вдохновил на это и помог мне в этом.
Я с чувством благодарности всегда буду к вам относиться и верю, что все получится. И у вас, друзья, тоже. Если вы все начнете, сделайте первый шаг, все произойдет как чудо. Сейчас запускался. Все-таки хочу попасть на выходные в Explore. Короче, Сергей зашел, третья фотография, у него на выходных должен быть четвертый. Я решил взломать алгоритмы Explorer. Ты готов? Нет? Я тебе рецепт написал. Рецепт для холодного борща, в принципе, то же самое для Explorer. Сейчас найду. У меня тут, видишь, все село. И дрон тоже сел почти, осталось. Я еще не полетал. Тут столько народу вообще, капец, все загорает. Все, короче, наши места, которые мы снимали с березами, там, помнишь, где с зелеными этими, все забито людьми. Там даже люди в бейджах ходят, что-то как бы каких-то пьяных там гоняют, короче, там по телефону звонят. Я там уже пролетел там над этими нашими местами. Ну, в общем, вот у меня 5 ингредиентов секретных для супа. И, соответственно, для тебя 5 ингредиентов. Вот они здесь все. Вот. 5 рецептов. Они секретные, я тебе в электронке пришлю. Пока не будем нашим подписчикам рассказывать. Но ты, в принципе, все сделаешь, да? Это что, с 7 по 8? Что это? 7 это дата, это время. Ну все, друзья. Я отдал рецепт холодного борща, холодного эксплора Павлу, поэтому будем посмотреть, друзья. Посмотрим, что будет до выходных. До выходных. У вас, кстати, тоже, друзья, это есть время решиться на этот эксперимент. Соответственно, пишите в комментариях, кто изъявит желание попробовать свои силы в фотографии. Ну и я думаю, что все у нас получится, друзья. Короче, друзья, свеклу пришлось мне крошить, потому что она попалась, только мне нашел только ленточная, как червь. Знаете, огурцы, лук, укроп, все, что нужно. Отправляется в кастрюлю. Отдельно я слил жидкость, которую потом буду разбавлять. Кстати, я укроп отделяю, только вот эти мягкие штуки, а дрова я убираю. Так же, как плохие фотографии, я думаю, что надо их убирать, чтобы не было их во фликере вообще, в принципе. Кстати, огурцы я стараюсь просто крошить с кожурой за зулю. Никаких шкур я с этих огурцов не снимаю. Они должны быть яркие, так же, как и ваши фотографии во фликер.